Всем привет, дорогие друзья! Вещает и транслирует Хакман, вы на канале Hackman Games. Начинаем прохождение Kingdom Come Deliverance 2. Сразу скажу, что я в первую часть не играл, она у меня есть, я планировал в нее попробовать поиграть. Но так вышло, что вторая часть вышла быстрее, чем я сообразил поиграть в первую. Но ничего, я думаю. Мы попробуем вторую, а там, глядишь, попробуем поиграть и в первую. Ну что ж, поехали. Вроде все настроено. Остальное, по сути дела, будем разбираться. В начале 15 века в королевстве Богемии разразилась война. Ой, громко-то как. Король Вацлав IV попал в плен к мятежным шляхтичам и своему брату, королю Сигизмунду Венгерскому. Лишившись правителя, страна погрузилась в хаос. За законного короля выступила лишь горстка преданных подданных. Суходол, 1403 год. Громко, громко. Стрельбу не ослаблять. Навались, они вот-вот дрогнут. Зараза. Нам стрелы нужны. Подсоби, чтоб тебя. Ты хватай все, что унесешь, и вперед. Что вы тут выпячиваешься? Иди в башню, укройся. Под таким натиском мы долго не выстоим. Марш с остальными прятаться. Поберегись. Багута, где твое оружие? На стены, бегом. Отец. Ты явился нас перед смертью благословить? После битвы мы все помазаны будем бухлом. Требушет. Готовиться. Заряжай. Готовься. Пли. В укрытие. Живо. Построились. Мерзкое пробуждение, да? Покажи им. Так. Последний обряд. Основное задание начало вкарабкаться по лестнице на передний вал. Вскарабкаться по лестнице, защитить передние стены. Так, что там? Стрельба, зарядить арбалет. Где арбалет? Это так, арбалет. Что тут? Долго заряжается.
Блин. Есть, готовься, они внутрь рвутся. Багута, давай вниз, мы тут справимся. Бегом сюда с арбалетом, вставай в строй. Ну все, походу. Какого хрена они выжидают? Так. Не высовываться. Горите, паскуды. Готовьтесь к новому нападению, это их не остановит. Сдохните. Багута, вытаскивай меч и айда за мной. Проследовать за командиром сухим чертом. Мы бежим. Сухой черт. Какие прозвища забавные. Ой, сенса слишком чувствительная. Так, защищаться можно удерживая. Ага. Как стрела. За короля. Ух ты. Вражеский солдат. На-ка. Еще один. Так, тут показывается направление удара. Ага, защитился. Не, ну он свалил. Сбить лестницу Е. Так. Блин, жаль, счетчика FPS нет. Не, ну очень громко пока что. Так, мы зелененькие, воюем с красными. Ну, я форму имею в виду. Да, война страшная штука, конечно. Все боятся. Оу. Курва, чума на вас. Я ранен. Не трогай рану. Просто успокойся. Аудентес фортуна, сука, улват. Господи. Мы же только хотели послание в Троске доставить. Самое большее, на что я рассчитывал, с девками покувыркаться. Все в башню. Так, они все-таки прорвались, да, я так понимаю? Kingdom Come Deliverance 2. Первую часть я пропустил, так как у меня тогда компьютер был слабоват, да и как-то я к играм немножко был прохладен, я в другую в основном игру играл. Потом уже спустя время я начал играть во все остальное, плюс вести начал свой канал несколько недель назад.
Audentes Fortuna Uivat. Блин, вот это, наверное, не буду читать. Пусть оригинал останется. И что это ты там все выкрикиваешь? Боже милостивый. Индаржих, ты что же по-латински не понимаешь? Прости, вельможный пан. То навоз убери, то репу повыдергивай. Все как-то не до латыни было. Придется это исправить. Негоже мне иметь в качестве телохранителя невежду. Так это как его? Аудинс, Ауден. Значит, оно что? Удача любит смелых. Оно, конечно... Но нам всего-то поручили доставить пану Отто письмо, да вернуться. Особой смелости тут не требуется. Боже, Индра, и когда ты успел так оскотиниться, да мхом зарасти? Ты словно не рад выбраться из этой дыры и насладиться приключениями. Мы мир повидаем, девок посмотрим, покутим слегонца. Как без этого? Вот только ты обещал пану Ганошу вести себя прилично, а я проследить, чтобы с тобой ничего не приключилось. Да какое там, может быть, веселье в этих тросках? Ты еще и глухомань. Боже правый, телохранитель-монах, который даже латыни не знает. Троски, пан. Мама родная, впечатляет до усрачки. В сравнении с этим, Пиркштайн, что нужник. У Бергова куры денег не клюют. Ну что, Индра, жаждешь новых приключений, в учении которых сказать легенды сложит? Конечно, жажду. Мы тут всем покажем, что за удальцы к ним пожаловали. Еще как покажем. Вручим им наше важное послание, сразу прыг-скок в ближайшую корчму. Выпьем на наш успех, потиском местных девок. Ага. Но чё даже дядюшка Гануш сам не пошевелился? Хотя, может, он так меня проверяет? Да, похоже на то. Однажды ведь он должен будет тебе Ратаи отдать. Вот и хочет убедиться, что ты не напортачишь. Ясное дело, я и напортачить? Да не в жизнь. По всей Богемии лютуют иноземные войска, король наш в темнице сидит бог знает где. И вот мы такие посреди этой кутерьмы несем важный документ. И все равно я намерен вкусить все прелести этой поездки. Я тоже. Как ты там говорил? Фортуна? Ха-ха. Так-то старина Индаржих. Довольно языками молоть. Вот уже считай троски. Пан Ян, как ты там сзади? Все в порядке, Вавеш, не забывай. Гляди в оба. Есть что-то двинется, сразу докладывай. Да ты не боись, Микалуш. У меня глаз как у орла, мышь не проскочит. Блин, вот эти двигающиеся во время лошадей субтитры как меня очень напрягают. Пан. Ну, красные. И с флагом еще. Будем готовиться к бою? Спокойно, Индра, это люди из тросок. Видишь на них цвета Бергова? Окружить их, чтобы не ушли. Ох, не выстоит нам против такого отряда. Без глупостей, парни, делать, как я скажу. Да, их много. 2 раза больше. Даже, наверное, почти в 3. Стоять. Что вам здесь нужно? Мил человек, это так-то вас встречают гостей?
Так у нас встречают вооруженных незнакомцев, когда кругом шастают разбойники. Сударь, не отличает шляхтич перед ним или разбойник? В наши дни одно от другого отличить непросто. Вы чьих будете? Пан Ян Птачек из Бергштайна. У меня письмо пану Отто из Бергова от моего господина, пану Ганошу из Липы. Печати прям липских панов. Но если я не ошибаюсь, пан Гануш из Липы стоит на стороне короля Вацлава. А мой господин член Панского союза. Мы держимся короля Сигизмунда. Так что, похоже, мы с Мавием враги. Мы вам не враги. Мы везем письмо с предложением перемирия. А ты кто такой? Индержих из Скалицы. Я секретарь и советник пана Птачка. А теперь еще и посланник. Из Скалицы, говоришь? Той, которую разорили половцы короля Сигизмунда. Разорили, всех перебили. Но при этом я еду в Троских не как враг, а как посланец мира. Так или иначе, тут все равно чужие. А еще и с оружием, а мы как раз вооруженную шайку выслеживаем. Так с чем мне вам верить? Так, убеждение. Множество ситуаций можно разрешить, убедив собеседника. В диалогах у вас будет выбор из некоторых из приведенных ниже вариантов, которые определяют вашу реакцию. Но будьте внимательны, для убеждения требуется, чтобы ваш собеседник вам поверил. Так, красноречие, ты пытаешься разрешить ситуацию спокойно и сдержанно. Обаяние, ты пленяешь своей благородной внешностью, хорошей репутацией. Могущество, ты стараешься вести себя как герой и защитник слабых. Принуждение, ты скажешь что угодно, чтобы взять верх, и не погнушаешься ложью и манипуляциями. Превосходство, ты ясно показываешь другим, что сильнее и знатнее, чем они. Запугивание, когда голос разум не помогает, могут помочь угрозы. Навык убеждения зависит от других твоих характеристик и навыков. Подробнее описание можно найти во вкладке «Игрок в сумме». Так. Самые разные ситуации можно разрешить разговором. В диалогах у вас будет выбор, как реагировать. Но будьте внимательны, ваш собеседник вовсе не обязательно вам поверит. Репутация собеседника, ваши деньги, ваши характеристики. Для убеждения важно выбирать самое большое, не выбирать самое большое число, а понимать, с кем вы разговариваете, как выглядите и какая у вас репутация. Спасибо. И кофе подвезли. Например, нет смысла угрожать насилием, когда вы в одиночку разговариваете с бандой головорезов, или заявлять, что вы шляхтич, когда у вас солома из башмаков торчит. Блин, ну тут надо, наверное, все-таки немножко в историю рулить. Шляхтич. Вот кто знает, шляхтич для этих там охранников короля, или кто его знает? Вот кто его знает? Да. Тут надо все-таки, наверное, рулить историю немножко. Я-то как бы ее читал, изучал, но я всех подробностей-то не помню. Кто шляхтич, кто не шляхтич. Ну, попробуем, что, в любом случае. Так, закрыть. Мы с посланники с предложением о союзе. Неужто мы на разбойников похожи? Мы, солдаты, могли бы помочь вам с разбойниками. Выбор красноречия, вы попытаетесь разрешить ситуацию, прибегнув к своим дипломатическим способностям. Кроме того, можете сделать упор на свою благородную внешность. Люди более склонны верить хорошо одетому пану, нежели нищему. Еще один вариант. Попытайтесь убедить собеседника в том, что вы рыцарь, и предложите ему свою силу и мастерство в сражениях. А давай поможем. Мы, солдаты, могли бы помочь вам с разбойниками. Мы идем с предложением заключить союз. Мы с твоим паном в Тросках договоримся и можем даже предложить тебе вместо тебя с этими разбойниками разделаться. Раз уж ты их выследить не смог, так мы возьмем дело в свои руки. Так что уйди в сторону и дай добрым рыцарям пройти.
Не доводи меня, малец. Иначе ты у меня пройдешь в такое место, что лучше бы тебе... Ты не говорил, что ты писец? Или пытаешься меня втолковать, что и рыцарь и писец? Не пытайся меня вокруг пальца обернуть. Сотник, ты его не слушай. Он впервые со мной путешествует, вот и возомнил о себе лишку. Мы здесь по приказу марграфа Йоста Моравского везем письмо от панов Ганоша из Липа, Дивиша из Тальмберга и Рацика Кобылы. В нем предлагается союз, который, как я погляжу, вам сейчас нужен не меньше нашего. Явно как. Езжайте своей дорогой, но ты, пан, впредь следи за своими людьми, а то как бы их дерзость не вышел тебе боком. Не беспокойся, прослежу. Спасибо, сотник. Так, конфликты избежали. Ну, не извольте гневаться на холодный прием, осторожность — первое дело. Лиходеи у нас пошаливают, а хоронятся так, что не сыскать. Значит, будем дальше искать. И вы не сопроводите нас до замка к вашему пану? Прости, пан, никак не можно. Но засветло до замка вам все равно не успеть, а пан Отто велел по ночному времени никого не впускать, особенно когда мы в разъезде. Переночуйте где-нибудь, а поутру ангел вам в дорогу. Понимаю. Было дело, пустили мы дом одного пана в нужде великой в наш замок, так он вцепился как клещ, пришлось силой выкуривать. А найдется ли в ваших краях какая корчма? Ну, есть одна, но путь не близкий, и не думаю, что вельможному пану она придется по вкусу. Боже правый, что ж у вас за дырака такая захолустная? Ладно, видать, придется самим выкручиваться. Удачи в поисках твоих лиходеев, пан. Как бишь тебя? Томаш, сотник замка Троцкий, еще раз приношу свои извинения. Прощай. Прощай. Позадержались мы. Что делать прикажешь? Ну, раз корчмы в округе нет, то здесь и переночуем. Вон, гляди, какой пруд красивый. И вина у нас в избытке. А разбойники? Разбойники, полагаю, и носа не покажут, коли уж их такой разъезд повсюду ищет. Да, вступление затянулось аж на 20 с лишним минут. За мной, друзья, разомнем лагерь здесь на берегу, хоть искупаемся. Иначе я уже скоро, как вы, смердеть начну, а несет от вас изрядно. Так, беззаботный наездник, выясни у пана Яна, какие планы. Пан Ян, какие планы, пан Ян. Так, а что, он один в палатке ночует? Ах, он засранец. Призвать Барбоса к порядку. Подзовите. Что такое, Барбос? Совсем проголодался? Ладно, придумаем что-нибудь. Дневник. Так, беззаботные наездники. О, сколько тут текста, трындец. Барбос, мой пес из столицы, не дает покоя нашему повару Вовишу. Он сидит и пускает слюни на наш будущий ужин. Я отозвал его, чтобы Вовиш мог спокойно заниматься готовкой. Так, выяснить у пана, какие планы. Найти для Барбоса еды накормить. Не обязательно. Не, ну как это не обязательно собаку не кормить? Охренели вообще. Как это не обязательно? Не его лай поперек горла. Пойдем что-нибудь стрельнем, что ли. Иди сюда. Пошли. У меня же что-то есть. Лук, там меч, арбалет. Ничего нету. Так. Инвентарь. Меню игрока. Общие сведения. Место, где можно найти всевозможные важные сведения об Индре и окружающем мире. Оно разделено на 6 разделов, между которыми вы можете перемещаться вправо-влево. Знать, в каком разделе меню игрока вы находитесь, можно по верхнему указателю. Так, М-карта, G-дневник, I сумка, П сведения об игроке, Н открыть кодекс. Кодекс.
Так, карта, дневник, с ума, игрок, ремесло, кодекс. Где? Следующая панель. Так, неиспользуемый предмет. Блин, капец, тут разбираться. Боюсь, одного бокала кофе не хватит. В одном и нескольких костюмах. Загрязненность или окровавленность предмета. Ого, окровавленность предмета, качество предмета. Предмет несен яд, предмет краденый. Количество денег, текущая загрузка. Так, пояс для оружия. Кинжал, кольцо, капюшон, подшлемник, бармица, ожерелье. Короче, тут отрындец, да. Вес, цена. Так, ты хочешь характеристики Индра. Если вы используете предмет, который влияет на характеристики Индра, то здесь можно увидеть, то это можно увидеть здесь. Основной уровень 30. Изменить пояс, бросить. Вождет с выбранным предметом. Так, облачение в доспехи. Важных правил. Защита головы под шлемом. Дополнительную защиту под шлем для головы, например, коев или капюшон. Сам шлем защитит от остров клинка, а защит под ним смягчит силу удара. Гамбизон под нагрудником. Гамбизон — длинная плотная стеганая рубаха, которая образует амортизационный слой между телом и металлом, защищающий вас от доспехов. Стеганые штаны под поножками. Как и гамбизон, стеганые штаны создают мягкую прослойку между вашим телом и пластинами на ногах. Обувь под шпоры. Чтобы правильно использовать шпор, сначала нужно надеть обувь. Капец, не то что в Ведьмаке там, да? Сапоги, все. Броня так броня, все. Шлем. А тут-то смотри, тут надо думать. Меню игрока, костюмы. В своей сумме вы можете создать 3 костюма для разных случаев, переключаться между ними на лету. Каждый костюм обозначает своим гербом, и все входящие в него предметы отмечены таким же образом. Если предмет несколько гербов, означает, что он входит в несколько костюмов. С помощью этой системы можете, например, собрать полный латный доспех для ближнего боя, незаметный наряд, чтобы скрываться и прятаться, и даже роскошное облачение для тех случаев, когда Индров должен произвести сногсшибательное впечатление. Окей. Так, игрок. Вы найдете важные сведения, касающиеся характеристик, способностей текущего состояния Индро. В ходе игры вы будете зарабатывать очки умений, которые можете потратить на улучшение характеристик, навыков, способностей ведения боя. На других вкладках вы можете найти временно влияющие на состояние Индра усиления, взглянуть на репутацию в тех местах, где вы бывали, вспомнить связки или проверить состояние ваших животных спутников. Так. Состояние ваших животных спутников. Статистика. Так. Обувь, шпоры, поножки, руки, перчатки, наруч, тело, кольчуга. Тут какая-то куртка просто надета на него. Так, доспехи. Так, сила, ловкость, живучесть. Основной уровень 15. Выносливость, здоровье, энергия, сытость. Так, ремесло, топоры, снадобья, яды, травы. Ёк-макарёк. Да, тут надо сидеть разбираться. Кодекс. Тут какая-то историческая справка, походу. Надо сидеть изучать. Вне стрима, вне записи, конечно, потому что, блин, это очень долго. Но это надо изучать, да. Так, с ума, комбизон. Окей. Так, ну это все то, что характеристики того, что на мне надето. Дневник. Так, найти для Барбос, накормить его. А что это БД? Что это такое вообще? Карта. Надо попробовать пойти поохотиться, только недалеко, а то мало ли те разбойники. Пойдем. Говорит, с вами тачка, может найти следу указатель компаса в верхней части экрана. Я не могу оставить отряд. Да при чем тут оставить? Мы сейчас...
Причем тут оставить? Я хочу еду ему нарыть. Ну, где рыба? Я хотел накормить песика. А его кормить нечем. Так, оружие что-то не выбирается. А вон там пещера какая-то. Ну давай, Конрад. Что тут у нас есть? Заряженная игральная кость. Гроши. А это типа наш сундук или что? Нет, тут слишком много. Рогалик, яблоко. Блин, яблоки он не ест. Волишь поговорить. Нет у тебя какой-нибудь снеди для пса? Объедков для Барбоса. Ишь ты какой, он уже сожрал у меня кусок оленины, пока я до ветру ходил. Осталась у меня колбаса, и то ее на обратный путь приберег. Индер хороший у тебя, конечно, пес, но ты уже следи за ним, а? Как насчет поменяться на эту колбасу? Раз когда будешь еще. Блин, эти значки надо запомнить. Что они означают, потому что мне, к сожалению, сейчас тяжело. Как насчет поменяться на эту колбасу? Возможно. Жба на кольцо мое, поиграл ему в кости. Вернусь домой, без него старуха меня на порог не пустит. Добудешь мне кольцо, забирай колбасу за милую душу. Посмотрим, что мне удастся сделать. Отыграть у жба на кольцо Вовиша. Так. Даже у тебя тут кости, сыграем? А что ж, может поставим малость для остроты. Ты слыхал, кольцо у Вовиша выиграл? Давай на него. Удача любит смелых, парень, но если проиграешь, заплатишь за все, что я завтра в корчме закажу, понял? Так, и как тут играть? Кости — основные правила. Захотите поиграть в азартные игры, то игроков в кости вы найдете в любой приличной корчме. Так. Кость выбранная, чтобы отложить. Текущий выбор. Отложенность предыдущих бросков. Так, счет Индра, цель 2000, соперник 250. Набрано пока не защитные очки, выбранные очки. Так, если у вас имеется своя игральная кость, то вы можете их выбрать перед началом игры. Большинство игральных костей есть особые свойства, которых можно прочитать в описании. Они позволяют использовать специальные приемы, чтобы повысить удачу. Ты начинаешь игру, бросаешь все 6 костей. Затем ты отмечаешь кости, которые хочешь отложить. Ты убираешь их в сторону, и в конце кона получаешь за них очки. Оставшиеся кости можешь перебросить. Можно продолжать бросать кости до тех пор, пока у тебя в игре останется хотя бы одна кость. Однако, если ты своим броском ты не смог набрать ни одного очка, то все набранные в этом кону очки теряются. Мастерство игры в кости заключается в том, чтобы закончить кон и забрать очки до того, как появляется риск не набрать ни одного очка броском. Победителем становится игрок, первым набравший нужное количество очков. В левом нижнем углу показаны все сведения об очках в текущей партии. Ниже приведены все комбинации костей, их стоимость в очках. Значит, 150, 500, 1, 2, 3, 4, 5, 500, 2, 3, 4, 5, 6, 750, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1500. Чертова голова работает как Джокер, добавляя одно значение к любой комбинации костей. Ага, понятно, это типа как в покер. 1000 это 3 единицы, 200, 300, 400, 500, 600. Каждая дополнительная кость после трех удваивает значение. 400,
1600. 800. 1600. Угу. Интересно. Надеюсь, госпожа удача меня не оставит. Так. Отложить кость. 6, 6, 4, 4, 1, 2. 1, 2. Шестерки там я... Так, секундочку. What's taking you so long? There's nothing to it. Так, отложить четверки. Давай четверки отложим. Отложить кость, отложить кость. Так. Перебрасывать это типа. И что дальше? Помощь ты. Текущий выбор. Кость отложена с предыдущих бросков. Ну, блин, пока не защитные очки. Защитные очки. Так. Значит, 6, 5, 4, 3500. Шестерки 600. Ну, допустим, вот я хочу шестерки, четверки хочу отложить, да? Ну и что дальше? Потом-то я что буду делать-то? Сдаться. Записать и продолжить. Записать и передать ход. Типа надо перебрасывать, что ли? Пасквил отложить кость. Но я хочу отложить. Вот четверки и шестерки хочу отложить. А эти две перебросить. Ну, и что? Что я буду делать? Да. А как перебрасывать-то? Я не понимаю, как перебрасывать. Кости игра с бляхой. Обычную игру в кости может сделать интереснее, если использовать бляхи. Так, у каждой бляхи есть свойство, которое влияет на правила игры. Свойство указано в описании бляхи. Так, ну это потом посмотрим. Это вряд ли сейчас нужно. Ну, что я делаю-то? Осторожно, ты так проиграешь ставку. Но я не понимаю, что мне надо сделать. Записать и продолжить. F. Q. What are you waiting for? Hell to freeze over?
Ну и чё? Цель 1500. Как я могу бросить их? Положить кость, сдаться помощь. Ну, Well, я are we still не playing? понимаю, что с этим не так. Но я же не буду все откладывать, правильно? Я вот эти хочу перебросить. Записать, передать ход. Перебросить. Текущий выбор. Кость выбрана, чтобы отложить текущий выбор. Так, по-моему, надо вот так делать. То есть я сейчас отложить кость Е4 и 4. Пас, сдаться. Очков нету, да? Блин, я думал, сейчас парный выделю. Вот 2 четверки, What are you допустим, waiting да? for? Hell to freeze over? Ну, остальные-то чё? Ну, все отложить нельзя. 6, 4, 2, 1. 6, 4, 2, 1. Ну, вот я дальше чё? Что мне дальше-то делать? Сдаться. Записать и продолжить. Но я никакой комбинации здесь не вижу. Пас. Только он мне Well, пас are we still предлагает. playing? 6 и 6. Все. Только одну я могу отложить, да? Только единичку я могу сделать. Вот. Записать и продолжить. F. Так. Отложить кость. Записать и продолжить. Пятьдесят очков. Давай, записать и продолжить. Вот. Let it be now. I want to play too, you know? Вот единичка. 300. F. If I was you, I'd И take it. еще одна единичка, отлично. Well, you're not afraid of anything.
подожди-ка. Пятьсот. Так, 4, 3, 2, 1. Значит, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Так, я только могу по одной, да, брать? Да, я только могу, значит, по одной брать. А не по единичке. F. 600. Так, 6, 5, 4, 2. 60 очков, да? Тут какую-то одну я должен сделать, получается. 1, 2. Почему я пятерку только могу? Получается, только пятерку могу. Странно. Так, единичку откладываем. Семьсот 50. 6, 5, 4, 3. Вот пятерочку. F. 800 очков. Вон единичку я вижу. И тут трояк, да? Неудача. Ну почему-то он 4 штуки-то откладывает сразу. Хитрый какой. Damn it! А, он лоханулся, да? То есть мне надо выбрать, когда закончить, получается. Вот, записать, продолжить F. Пять, 5, 6, 3. 5, 5. Записать и продолжить. 300. Неудача. Не вышло. Что там у него? Одну пятерку воткнул. Блин, он комбинацию сделал, да? 550 за раунд. No, that's as far as I go. 1300, ни хрена себе. Уделал меня. Так, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Три, 3. Шесть, 4, 3. Записать, продолжить. Так. Так, 3. Вот так, да, получается? Нет, не могу. Шесть, 6. 5, 4. А почему пятерки? Записать, продолжить.
Единички, пятерки. Вон единичку я вижу. Скорее всего, сейчас... О, единички, отлично. Записать и передать ход. $550. То есть мне надо выбрать, вот шестерочки есть. Вот, записать. Записать, передать ход Q. Почему я не могу продолжить? Блин, пятерка. Передать ход Q. Нет, я по идее продолжаю, да? Я сейчас могу уделать его. 1, 2, 2, 2. А если так, так и так, 200. Ну все, я, получается, уделал его. Нет? Can't damn your eyes. Убей тебя, Бог, хорошо играешь. Ah, Ну да что там, ставка есть ставка, забирай свое кольцо. Here's your ring. Так, вернуть кольцо вывешу. Отлично. Fuck it, Tankard! Stop with that! Your whistling is getting nerves the whole way. Твое кольцо у меня. Вернул, видать, от жбана фортуна. Кольцо он мне проиграл. Ты уделал змееныша. Ха, ну и ловкач ты, Индра, спасибо тебе. Отдай мне его, а? Вернусь без кольца, старуха мне все ребра палкой пересчитает. А что ты мне за него дашь? Да это, у меня что-то одни харчи-то и есть. Хочешь колбасу из оленины? Отлично, но с играми лучше завязывай. В другой раз кольцо тебе за колбасу никто не сторгует. Это да, повезло мне. Так. Покормите пса. Левый альт, выберите один кормление. Tankard! Yeah, yeah. Here, Mutt. На-ка. Че, он все сожрал? Tankard! Все? Yeah, yeah. Наелся, друг? Дневник. Да? Так, давай выясним у пана Яна. Блин, нельзя сюда пройти. Henry, come here. Индра, иди сюда. Henry, what? Индра, что за каинство ты там устроил? Ты о чем? With that captain. О том сотнике. Ты так его подначил, я уж решил, что там нас всех и зарубит. Верно ты говоришь, я малость увлекся. Well, you Вот should именно, know. нам повезло, что они нас прям там не пристрелили. Ты что, не видел, сколько их было? Did you notice how many of them there were? You better keep your В другой nose раз out of лучше it не next суй time. свой нос не в свое дело. Как скажешь, пан. I do. Вот It's an именно, order. и это And keep приказ. quiet tomorrow in front И of помалкивай, Marco. завтра перед паном I'm Бергловым. here to do Разговаривать с ним the послали talking. We'll меня. deliver our message Мы доставим and послание и fulfill исполним our mission. задание. If we arrange a truce Если же with the сладим League of заключить с Lords, Панским then союзом Ганыш перемирие, Ганыш finally начнет have воспринимать to меня take it всерьез. seriously. Don't Только не fuck it up. обосрись. Как прикажешь. Well, Что ж, раз уж ты так уверен в себе, как насчет насчет поразмяться после долгой езды и поединок на мечах? И охот тебе после такой дороги. Конечно. Так что же, ась? Ну ладно. Простецкими мечами помашем или на что поспорим? Давай на этот раз без ставок. Пан боится? Поддержи мне тут. Доспех на тебе, так что только шлем надеть осталось. Вот тебе тренировочный меч, бери его в руки. Tankard!
Так, выяснить, облачиться в доспехи. Так, закрыть обучение. Давайте мы на сегодня закончим. Да. Остальное в следующий раз. Это было прохождение Kingdom Come Deliverance 2. Вот, мы прошли с вами начало игры. Не забываем подписываться на канал, ставить лайки, жмите на колокольчик, чтобы не пропустить следующее видео. Следить за обновлением канала в социальных сетях, ссылочки есть в описании. Также в описании есть ссылка на донат. Кто хочет и может поддержать канал, милости просим. В группе ВКонтакте у нас каждый месяц проходят конкурсы. Вы переходите по ссылке в описании и следите за анонсами. До будущих стримов, друзья. Всем пока.